Всем привет! Сегодня расскажу про такое дистанционное реле. Попросили меня на работе, чтобы ворота открывались дистанционно. К этому реле идет вот такая инструкция. Здесь описание, характеристики. Данный релейный модуль имеет питание 12 вольт и может пропускать через реле от 1 до 250 вольт. Дальше идет сброс настроек и режимы программирования. Ну, в общем, если что нужно, поставите на паузу и посмотрите. С данным релейным модулем идут вот такие пультики управления. Вернее, это я такие пультики выбрал. У продавца много выбора. Можно выбрать не только у этого продавца, а любые другие, у которых частота соответствует 433 МГц. Сам модуль уже идет вместе с корпусом, что очень приятно. Не надо ничего придумывать. Ну что, разберем, посмотрим, как там все выглядит. На задней части корпуса есть одно отверстие под крепление. Я думаю, этого достаточно. Какой-то зиплок с винтиками. Это винтики, чтобы приворачивать нашу плату к самому корпусу. А вот у нас и сама плата, на которой много непонятных контактов. Позже я объясню, что это за контакты. Так как наш релейный модуль использует 12 вольт для питания, мне придется использовать вот такой AC/DC преобразователь. Он у нас понижает с 220 до 12 вольт и выпрямляет ток с переменного на постоянный, что и нужно для нашего реле. Выдерживает нагрузку до 1 ампера, что нам предостаточно. В корпус вместе с реле он, к сожалению, не влезет, поэтому буду выдумывать на месте, куда его запихнуть. Сразу дома на месте подпаяю провода, чтобы не делать это все на холоде. И дальше постарался сделать для вас максимально понятную распиновку контактов. Ставьте на паузу и изучайте. Дальше, если успели заметить, сделал такой небольшой стендик с лампочками и попробую максимально подробно рассказать и показать про все режимы работы и как программировать пульты. Ну что ж, начнем. Есть у нас вот такой пультик, на нем 4 кнопки А, Б, С и Д. Каждая из кнопок отвечает за свое реле. От кнопки А вывод вот этот фиолетовый, я его покрасил. От кнопки Б вывод красный. От кнопки С вывод зеленый. И от кнопки D вывод черный. Для начала работы производитель советует сбросить все настройки, поэтому сбрасываем. Нажимаем на кнопку обучения 8 раз. Промигает красный индикатор. Значит, настройки сброшены. Проверим. Понажимаем на любую кнопку на любом пультике. Реле никакая не щелкает. Значит, настройки действительно сброшены. Режимы программирования. Первый режим. Нажимаем кнопку обучения один раз. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем любую кнопку на пульте один раз. Это режим, когда каждая кнопка на пультике отвечает за свое реле и замыкает его кратковременно. То есть нажали на кнопку на пульте, пока держите, реле включено. Отпустили, реле выключилось. Второй режим. Нажимаем на кнопку обучения два раза. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на любую кнопку на пульте один раз. Это режим, когда каждая кнопка на пультике отвечает за свое реле и замыкает его до следующего нажатия. То есть кратковременно нажали на кнопку на пульте, реле включилось. Нажали еще раз на эту же кнопку, оно выключилось. Третий режим. Нажимаем на кнопку обучения 3 раза. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на любую кнопку на пульте один раз. Это режим, когда каждая кнопка на пультике отвечает за 2 реле. Замыкает одну и размыкает предыдущую. То есть кратковременно нажали на кнопку на пультике, включилось реле. Нажимаем на другую кнопку на пультике, предыдущее реле выключается и включается то, которое активировали в данный момент. То есть в этом режиме всегда одна из 4 реле включена, и они просто переключаются между собой. Четвертый режим. Нажимаем кнопку обучения 4 раза. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на любую кнопку на пультике один раз. Это режим, когда каждая кнопка на пультике отвечает за свое реле. Но 2 реле работают в режиме постоянного замыкания, а остальные 2 реле в режиме кратковременного замыкания. То есть при кратковременном нажатии на кнопку А включается реле, которое отвечает за эту кнопку. Нажимаем еще раз на кнопку А, это реле выключается. Аналогично и с кнопкой Б. Один раз нажали, реле включилось. Еще раз нажали, реле выключилось. Реле, отвечающие за кнопки C и D, замыкаются кратковременно. То есть пока кнопка нажата, реле включено. Отпустили, реле выключилось. Пятый режим. Нажимаем кнопку обучения 5 раз. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на любую кнопку на пультике один раз. Это режим, когда кнопки А и Б работают в режиме переключения. И одна из реле всегда включена. То есть нажали на кнопку А,
включилось реле, отвечающее за кнопку А. Нажали на кнопку Б, реле от кнопки А выключилось, включилось реле, отвечающее за кнопку Б. Нажимаем снова кнопку А, реле от кнопки Б выключилось, включилось реле А. А реле, отвечающие за кнопки С и Д, замыкаются кратковременно. То есть пока кнопка нажата, реле включено. Отпустили, реле выключилось. Шестой режим. Нажимаем на кнопку обучения 6 раз. Загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на любую кнопку на пультике 1 раз. Это режим, когда кнопки А и Б работают в режиме переключения, и одна реле всегда включена. Реле, отвечающие за кнопки С и Д, замыкаются постоянно, до следующего нажатия. То есть кратковременно нажали на кнопку С, включилось реле, отвечающее за кнопку С. Нажали еще раз на кнопку С, реле выключилось. Аналогично и с кнопкой D. Седьмой и последний режим. Нажимаем на кнопку обучения 7 раз, загорелся светодиодный индикатор. Нажимаем на кнопку на пультике 1 раз. Это режим, когда кнопки А, Б и С, Д работают в режиме переключения. То есть нажали на кнопку А, включилось реле, отвечающее за кнопку А. Нажали на кнопку Б, реле от кнопки А выключилось. Включилось реле, отвечающее за кнопку Б. Аналогично кнопки Б и С. То есть в этом режиме постоянно активны 2 реле и просто переключаются. Если нам нужно обучить несколько пультов, просто повторяем процедуру для каждого. То есть нам нужно обучить 2 пульта для кратковременного включения каждого реле. Мы нажимаем на кнопку обучения 1 раз и на пультике любую кнопку 1 раз. Все, первый ключ привязан. Нажимаем еще раз на кнопку обучения 1 раз и на другом пультике 1 раз на любую кнопку. Все, второй пульт привязан. То есть мы можем обучить 7 пультов 7 разными режимами всего для 4 реле, и они будут у нас работать. Сброс всех настроек и отвязка пультов, как я уже показывал, производится 8 нажатиями на кнопку обучения. А теперь посмотрим потребление реле. Первое реле 25 мА, второе реле 51 мА, 78 мА, третье реле и все реле 103 мА потребляют. Это у нас место установки, сам щиток и кнопки, к которым будем подключаться. В щитке все вот так выглядит некрасиво. От меня тут красоты тоже не прибавилось. Вот так на термоклее расположил преобразователь на 12 вольт. То есть щитка уже пойдет 12 вольт к нашему релейному модулю. Засверлил и забил дюбеля под кабель-канал, чтобы было все культурно. Вскрываем блок кнопок. У нас тут обычные кнопки. Они трехконтактные, под размыкание и замыкание. Мы просто подсоединимся туда, где уже есть провода. То есть будем имитировать нажатие кнопок через реле наше. Буду использовать вот такие вот проводочки, тоненькие, нам их хватит для управления. Сразу залудил их, чтобы они лучше обжались в клеммных колодках. Кстати, на работе я пользуюсь вот таким паяльником. Это SH72, тоже очень хороший паяльник. Питается напряжением от 12 до 24 вольт. Нагревается до рабочей температуры за 12 секунд. Далее подключаю провода к кнопкам. Ну вот, провода подключил. А вот тут у нас может случиться замыкание об этот саморез, который держит наш корпус. Поэтому немножко доработаем. Откусил под корень торчащие контакты и замазал термоклеем саморез, который держит корпус. Далее подключаем провода к реле параллельно кнопкам. То есть у нас реле должны имитировать нажатие кнопок. Все, провода подключил. И у нас получается, что выход А отвечает за кнопку вверх, выход Б у нас отвечает за кнопку стоп, и выход С у нас отвечает за кнопку вниз. Вот так это все выглядит в полуготовом виде. Кабель канала прикрутил, кинул туда провод, осталось защелкнуть их. Подключенные контакты.
немножко вытянул антенку в кабель-канал, чтобы получше ловило. Итак, настало время программирования. Сперва сбрасываем все настройки, нажимаем 8 раз на кнопку обучения, настройки сброшены. Дальше записываем пульты. Нажимаем один раз на пультике, пульт записан. Следующий пульт тоже записан. И так делаем со всеми пультами, которые нужно записать. А вот тут небольшие подводные камни. Оказывается, кнопка стоп работает на разрыв, а не на замыкание. Тогда получается, нам надо подключить кнопку стоп с нашим реле от кнопки B последовательно, а также переставить выход с реле на нормально замкнутый контакт, чтобы при срабатывании одного или другого у нас разорвалась цепь. Время итоговых тестов. Нажал кнопку вверх, ворота поднялись, нажал кнопку стоп, остановились, кнопку вниз, поехали вниз, опять кнопку стоп, кнопка вверх, кнопка вниз сразу же, поехали вниз, все работает. Вот таким релейным модулем мы сделали дистанционное управление воротами. Как видите, функций у него предостаточно, можно подключить на что-нибудь еще, хоть на свет, на электродвигатели, в общем много на что хватит фантазии. Как его подключать и программировать, надеюсь, объяснил, все понятно. Ну, на этом все. Все расходники и инструменты, которыми пользовался, будут по ссылкам в описании. Всем до свидания, всем пока, до новых видосиков.